Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала свой платок из квадратов. Это бабушкины квадраты, соединенные безотрывным вязанием, то есть по ходу вязания последнего ряда квадрата мы присоединяемся к уже связанным. Покажу, как вязать квадрат, как менять цвет нити, как закреплять нити, как вязать половинку квадрата для того, чтобы выровнять верхний край платка, как сделать обвязку и закончить платок. Платок у меня получился достаточно большой. Здесь 91 квадрат и 14 полуквадратов, да, вот таких треугольников. Все размеры я оставлю в описании. Вяжу я платок из пряжи Yarn Art Jeans. Здесь 55% хлопка, 45% полиакрила. В 50 граммах 160 метров. Крючок 3,5 рекомендует производитель, его я и буду использовать. 3,5 основной крючок и дополнительные поменьше размеры для того, чтобы было удобнее прятать кончики. По расходу, к сожалению, точно я не могу назвать количество мотков, потому что я вязала из остатков. В целом весь платок получился у меня 400 грамм, это примерно 8 мотков такой пряжи. По моточкам примерно по расходу выходит синего цвета, его меньше всего, около 1,5 мотков, мотка 2 белого цвета и горчичного больше всего, около 4,5 мотков. Но, пожалуйста, берите с запасом для того, чтобы не прогадать. Да, возможно, у вас вообще будет меньше размер платочка. Можно рассчитать под свою пряжу, под свой размер квадрата и свой размер изделия примерный расход. Я также в описании оставлю подсказку, как сделать такой расчет. Мой квадрат состоит из 4 рядов. Чем больше рядов, тем больше размер квадрата и, соответственно, больше размер самого изделия. Здесь уже все зависит от того, да, какие размеры, параметры вам нужны. Присоединение мотива друг к другу происходит на вязании последнего ряда, 4-го в моем случае. Для начала, конечно же, нужно связать отдельный мотив, к которому уже в последующем будут прирастать и последующие мотивы, выстраиваясь в нужную вам форму вашего изделия. Я не буду вязать прям целый отдельный мотив, я свяжу 3 ряда, расскажу принцип вязания такого квадрата и уже на 4-м ряду покажу присоединение. То есть вы можете в любом ряду закончить вязание, это будет ваш предпоследний ряд, и уже начиная со следующего ряда просто присоединяемся. Начинаем с кольца амигуруми. И в кольцо провязываем 3 воздушные петли. Это имитация столбика с одним накидом. Далее делаю накид и сюда провязываю еще один столбик с накидом. Далее делаю 3 воздушные петли. Дальше в кольцо 3 столбика с накидом. Снова 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом в кольцо, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом в кольцо, 3 воздушные петли. И у нас остается провязать 1 столбик с накидом, потому что вначале мы уже 2 провязали. Итого у нас стороны состоят из столбиков с накидом, да, вот эти основания верхние, это сторона квадрата, а воздушные петли будут образовывать углы квадрата, да, 4 угла и 4 стороны. Вначале мы провязали 2 столбика, в конце 1, итого при соединении будет 3. Все, закрываем кольцо, затягиваем за хвостик. Затягиваем плотно, чтобы не было отверстия. И если квадрат у вас разноцветный, то в каждом ряду мы будем обрезать нить
и делать имитацию верхней горизонтальной петли. Высвобождаю полностью нить из петли, перехожу на крючок поменьше для удобства, захожу в первую верхнюю горизонтальную, захватываю нить, увожу назад и возвращаю в эту же точку. Здесь прохожу в перемычку столбика и внутрь верхней горизонтальной. Увожу. И здесь тоже такой момент. В каждом ряду я буду связывать кончики на узелок, для того, чтобы не распускалось в приноске изделия, да, не было вот этого варианта, что оно распустится. Просто подвожу кончики друг к другу и делаю надежный узел. Если вас смущает, что остаются вот такие хвостики, то вы можете воспользоваться либо клеем, да, увести кончики подальше и приклеить к полотну клеем для текстиля. Первый ряд я советую 100% вот так вот делать, для того, чтобы в процессе не распускался вот этот центр изделия. Да, потому что здесь, если не делать узелок, то в любом случае вот это все будет уползать и кольцо будет рассоединяться. Все, провязали первый ряд. У нас вышло по 3 столбика на стороне, да, и углы у нас образуют 3 воздушные петли. Переходим на вязание второго ряда. Берем нить нового цвета и начинаю провязывать в угол. Ряд буду начинать вот таким образом. Делаю накид на крючок, завожу в центр угла и провязываю 2 петли на крючке вместе, и затем еще одну. Это будет имитация столбика с накидом. Дальше сюда же провяжу еще один столбик. Дальше перейду уже к следующему углу. Остаток угла здесь добью в конце ряда. Кончик я больше не ввязываю, оставляю его сзади. Делаю одну воздушную петлю для перехода к следующему углу, да, и всегда буду делать так. Делаю накид и провязываю вот сюда в угол 3 столбика с накидом, 3 воздушные и 3 столбика с накидом, образовывая угол. Одна воздушная для перехода к следующему углу. И сюда провязываем также 3 столбика с накидом, 3 воздушные, 3 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда между углами. Для перехода делаем одну воздушную петлю и встретимся в конце ряда. И в конце ряда вот сюда в эту арку мы довязываем угол. Свяжем 3 столбика с накидом, 3 воздушные и 1 столбик, да, потому что вначале у нас 2 уже провязанных. И провязываем сюда. 1, 2, 3. 3 воздушные. И довязываем угол 1 столбик. Нить обрезаем. Высвобождаем полностью нить из петли. Перехожу на крючок поменьше для удобства. Захожу в первую верхнюю горизонтальную. Вот сюда. И делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Дальше кончики подвожу друг к другу. Так, вот этот еще переведу сюда поближе. Увожу их примерно вот сюда в центр. И
и завязываю на узел. Провязала второй ряд. Перехожу к вязанию третьего ряда, и начиная с третьего ряда мы будем провязывать в каждую арку из 3 воздушных петель, да, в углы. Будем провязывать комбинацию, состоящую из 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом в одну точку. А там, где у нас была одна воздушная петля, это будет формироваться сторона, да, расширяться. И вот сюда всегда вот пространство под одну воздушную петлю будем провязывать 3 столбика с накидом в одну точку. Да, и между углом и на стороне, между вот этими 3 столбиками у нас всегда будет одна воздушная петля. Начинаем также в углу. Делаем первый столбик. Провязываем 1 столбик и сюда же второй. Оставшиеся столбики мы довяжем в конце ряда. Для перехода на следующую комбинацию из 3 столбиков делаем 1 воздушную, и вот сюда в пространство под 1 воздушную вяжем 3 столбика с накидом. 1 воздушная, переходим к следующему углу, провязываем сюда 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Переходим к следующему элементу из 3 столбиков, делаем 1 воздушную и сюда провязываем под 1 воздушную 3 столбика и так далее до конца ряда. Я провязала третий ряд. Далее с каждым рядом количество между углами, да, вот этих элементов, состоящих из 3 столбиков, будет увеличиваться на каждой стороне на плюс 1 элемент. То есть вот здесь у нас сейчас уже 2 точки, куда мы провяжем по 3 столбика, да, там в следующем ряду их будет 3, дальше 4 и так далее, с каждым рядом расширяясь на плюс 1 вот этот элемент. То есть мы всегда провязываем по 3 воздушные петли комбинацию 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика, это угол. И далее у нас всегда 1 воздушная, потом под арку из 1 воздушной предыдущего ряда провязываем 3 столбика, дальше снова воздушная и сюда провязываем 3 столбика, дальше воздушная и уже формируем угол. И так у нас будет расширяться, да, на плюс 1 элемент в каждом ряду. Если вы вяжете первый квадрат, то вы, соответственно, его вяжете до конца. То есть 4-й ряд провязываем, обрезаем низ, закрываем ряд, все прячем. И уже при вязании следующего квадрата, при вязании последнего ряда, вы будете к этому квадрату присоединяться. Я буду сейчас уже присоединяться и показывать вам, да, вот на 4-м ряду, как присоединиться к готовому квадрату. Для этого вы, конечно же, должны определить, как у вас будут расположены квадраты, для того, чтобы, да, с правильных сторон их наращивать. У меня, вот как я уже говорила, в центре, внизу здесь лежит квадрат, который смотрит углом вниз. Да, если у вас какое-то прямоугольное или квадратное изделие, то, соответственно, у вас будет присоединение к каждой плоской стороне. Да. Здесь у меня вот в таком направлении я присоединяла вот так. Первый квадрат, да, потом следующий присоединяла к вот этой части, вот этот, например, квадрат к вот этой части. Ну, сейчас вы по аналогии поймете, как это все делается. Итак, как обычно, я начинаю вязать 4-й ряд. Здесь у меня будет присоединение вот сюда, к углу, к сторонам и, опять же, к углу, да. На углах я всегда буду проходить, вот если мы уже говорим о какой-то присоединенной части, то здесь всегда вот по центр, вот сюда заходим прям между этими 2 квадратами. Если это первый квадрат, то просто под арку из 3 воздушных петель будем проходить. То есть здесь такой принцип: мы присоединяемся за счет воздушных петель, мы просто их не просто делаем, да, а мы их делаем вот сюда в уже готовый квадрат, также под вот эту воздушную петлю. Итак, начинаю ряд как обычно, делаю имитацию столбика в угол,
И сюда еще один столбик провязываю. Первую сейчас сторону я провяжу, как обычно, делаю воздушную петлю, присоединяться не буду. И сюда провязываю 3 столбика в одну точку. Воздушная петля, в следующую арку 3 столбика, 1 воздушная, и перехожу на вязание угла. Этот угол я уже буду присоединять к готовому квадрату. Здесь присоединяю вот по этой линии в каждую точку под воздушные петли. И для этого я сюда провязываю в угол 3 столбика. Дальше нужно будет сделать 3 воздушные, из них я делаю 1 воздушную таким образом просто. И далее это будет присоединительная такая воздушная петля. На лицевой стороне у меня лежит квадрат, к которому я присоединяюсь, и присоединяю угол к углу, да, вот в эту точку. И для этого я рабочую нить кладу на лицевую часть квадрата уже готового, ныряю крючком с изнаночной на лицевую, подхватываю рабочую нить и провязываю петлю на крючке. То есть воздушную петлю я провязала, ну, как соединительный столбик, и далее делаю 3-ю воздушную петлю и довязываю угол до конца. 3 столбика в эту же точку. Далее снова воздушная петля, она будет петлей присоединения. Вот следующая точка, следующая арка из воздушной петли. Я ныряю с изнаночной на лицевую, захватываю рабочую нить с лицевой и провязываю петлю на крючке. Дальше перехожу уже на вязание следующей комбинации из 3 столбиков под следующую арку. Провязываю сюда 3 столбика. То есть таким образом мы воздушными петлями присоединяемся к уже готовому квадрату. Далее снова воздушная петля присоединения. С изнаночной стороны захожу под следующую арку и провязываю. Следующие 3 столбика в одну точку. И следующая воздушная петля. Дальше угол, вяжу 3 столбика. Одну воздушную делаю здесь, одной присоединяюсь. И вот смотрите, здесь, да, если это просто отдельный квадрат, то мы под арку шагаем просто. А если это квадрат, да, вот ну, уже здесь присоединены 2 квадрата друг к другу, то мы вот сюда между ними ныряем, вот так. Подхватываем рабочую нить, провязываем и 3-ю воздушную петлю довязываем. И довязываем угол до конца 3 столбика. Так, если смотреть, да, то здесь вот мне дальше присоединяться не к чему, да, я заканчиваю вязание квадрата до конца, ни к чему не присоединяюсь. Далее уже, когда будет готов, например, следующий квадрат, я буду присоединяться к этой стороне и к этой стороне. Остальные стороны вяжутся без присоединения к уже готовым квадратам. Я надеюсь, этот момент понятен. Сейчас довязываем ряд до конца и также обрезаем нить, делаем имитацию верхней горизонтальной и делаем кончики, перевязываем на узелок. Как сделать половинку квадрата вот такой треугольной формы, если мы говорим про платок, в котором верхний край должен быть прямой, да, внизу это угол смотрит вниз, то, соответственно, вверху у вас остаются вот такие выемки, да, которые нужно заполнить. И для этого мы будем вязать вот такие половинки квадратов. И здесь в половинке квадрата мы провязываем, да, полноценную половину квадрата, и плюс еще у нас с каждой стороны идет по столбику и воздушным петлям. Да, это та часть, которая будет образовывать угол. Для этого мы набираем в кольцо столбик, как мы это делали в начале, состоящий из 3 воздушных петель, да, имитация столбика.
Далее мы делаем 2 воздушные петли, не 3, а 2 я буду делать в начале. Дальше провязываю в кольцо 3 столбика. Дальше угол 3 воздушные. Снова 3 столбика. 2 воздушные и 1 столбик. Затягиваю кольцо. И здесь обрезаю нить, полностью высвобождаю из петли. И так же, как и в квадрате, я просто увожу нить на изнаночную сторону. И здесь кончики буду связывать на узел. В первом ряду я связываю 2 кончика от кольца и от конца вязания. Связываю их вот здесь. Первый ряд провязала, перехожу на вязание второго ряда. Начинаю вот с этой стороны, да, как обычно, под арку из воздушных петель. Делаю первый столбик. Дальше делаю 2 воздушные. И сюда провязываю 3 столбика. Дальше воздушная петля и перехожу на формирование угла. 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Воздушная петля и довязываю ряд. 3 столбика, 2 воздушные и столбик. Вот сюда под 2 воздушные предыдущего ряда. Здесь вообще должны быть, конечно же, 3 воздушные, но мне нравится больше 2, для того, чтобы оно сильно не выпирало. И закончив вязание второго ряда и во всех последующих рядах, кончики я буду прятать вот таким образом. Я подвожу вот сюда и здесь расслаиваю нить на 2 части. Одну часть еще вот сюда уведу, например, соседнюю петлю. И вот эти 2 части одной нити здесь перевязываю на узел. И с этой стороны делаю точно так же. Увожу в центр, например, вот сюда. Закончила вязание второго ряда. Перехожу к вязанию третьего ряда. Беру белый цвет. Также начинаю в угол. Столбик, 2 воздушные и 3 столбика вот в эту арку, в крайнюю. Одна воздушная, в арку из одной воздушной 3 столбика. Воздушная и формирую угол. 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Так вяжу до конца. Встречаемся в конце ряда и провязываю в арку из 2 воздушных петель в угловую 3 столбика, 2 воздушные и 1 столбик. Обрезаю нить, увожу кончик вот сюда и здесь перевязываю, разделяю нить на 2 равные части. Здесь узел и здесь узел. Перехожу к вязанию последнего 4-го ряда, в котором я уже буду присоединяться к уже связанным мотивам. Вот я оставила себе одну часть. Так. И здесь мы присоединяем на протяжении вязания всего 4-го ряда. К
углу, по стенке, к углу, по стенке и к углу, да, вот здесь. Начинаю, как обычно, вот сюда, под 2 воздушные петли. И в этом последнем ряду я уже буду делать в начале не 2, а 3 воздушные петли, да, и одна из них у меня будет как присоединительная. Вяжу сюда столбик первый, делаю воздушную, следующие воздушные присоединяюсь к уже связанным мотивам вот сюда, под арку, еще одна воздушная, и в эту же точку 3 столбика. Дальше следующая воздушная прохожу под арку с уже связанного мотива, захватываю рабочую нить и провязываю петлю на крючке. Дальше перехожу на вязание следующих 3 столбиков. Дальше соединительная воздушная петля, да. Снова следующую арку 3 столбика и присоединяюсь к следующей точке. Угол, вяжу 3 столбика. Здесь у нас 3 воздушные петли, делаю здесь одной присоединяюсь. Здесь, смотрите, тоже, да, у нас здесь пересечение нескольких, а точнее 3 квадратов, и здесь я прохожу в центр вот этого квадрата, который будет четко под углом присоединяемого квадрата, и здесь провязываю присоединительную воздушную, делаю воздушную и довязываю угол 3 столбика. Дальше присоединяю к следующей стороне и подходим к концу, провязываем здесь 3 столбика. Здесь также вместо 2 воздушных делаем 3, делаем просто одну таким образом, и следующая у нас будет присоединительный вот сюда, в арку из 3 воздушных квадрата готового, провязываем, еще одну воздушную делаем и вяжем последний столбик в эту точку. Все, нить обрезаем и на изнаночной стороне, как обычно, прячем. И вот такой край получается. Затем обвязкой мы его подровняем. Сделаем обвязку такую красивую из пышных столбиков по вот этой части, а верхнюю часть мы просто выровняем вот здесь край рядами обычных столбиков. Буду начинать обвязку с центра своего самого нижнего квадрата, с угла. И здесь прохожу под арку из 3 воздушных петель, захватываю рабочую нить и провязываю первую воздушную петлю, далее вторую, третью, четвертую, далее делаю накид и прохожу во вторую петлю от крючка, да, вот первая, вот вторая. И сюда буду провязывать пышный столбик через 3 накида, то есть достаю рабочую нить, раз, делаю накид в эту же точку, достаю рабочую нить, 2, делаю накид, в эту же точку прохожу, достаю рабочую нить, 3. И все, что на крючке, провязываю вместе за раз. Вот такой пышный столбик. Далее делаю 3 воздушные петли. И в эту же точку, откуда начинала вязать вот этот элемент, прохожу и провязываю соединительный столбик. Вот так. Далее делаю 2 воздушные петли и перехожу к следующему элементу. Вот у меня здесь 3 столбика. Я один пропускаю и в центральный, во второй прохожу и провязываю соединительный столбик. Далее снова буду формировать вот такой элемент. Делаю 4 воздушные. 1, 2,
3, 4. Во вторую петлю от крючка, вот первая, вот вторая, провязываю пушный столбик, состоящий, провязанный через 3 накида. 1 накид, 2 накид и 3. Все на крючке провязываю за раз и делаю 3 воздушные. В эту же точку прохожу и провязываю соединительный столбик. Дальше снова 2 воздушные, 1 столбик пропускаю и вот сюда в арку из воздушной делаю соединительный столбик и снова провязываю вот такой элемент. Две воздушные, 1 столбик пропускаю, в следующий делаю соединительный столбик и снова делаю декоративный элемент. И так вяжу по всей вот этой линии нашей, да, вяжу до сюда, а затем перехожу на обвязку верхнего края и присоединяем последний элемент. И далее перехожу на обвязку верхнего края. Здесь я вяжу под каждый крайний столбик по 2 столбика без накида. При этом вот здесь, после того, как я присоединила, я сделаю воздушную петлю. И далее ныряю под крайний столбик, провязываю первый, второй столбик без накида. Дальше воздушная, под следующий столбик. 1, 2, воздушная, следующий столбик. 1, 2, воздушная. 1, 2, воздушная. И вот таким образом чередую 2 столбика под столбик и воздушную между столбиками. Вяжу до конца по всему верхнему краю. Вот здесь на стыке 2 мотивов я делаю также воздушную, провязываю сюда 2 столбика, дальше воздушная и перехожу уже к следующему квадрату. И подошла к концу обвязки верхнего края. Здесь просто ныряю в угол для того, чтобы сделать соединительную петлю, и делаю 4 воздушные петли для подъема и провязываю декоративный элемент, как и на прошлой стороне. И вот таким образом продолжаю обрабатывать последнюю сторону платка. И заканчиваю вязание последнего элемента, присоединяюсь. Обрезаю нить, полностью высвобождаю нить из петли, беру крючок поменьше для удобства и вывожу в ближайшую точку от кончика назад на изнанку. И здесь оба конца, от начала и от конца вязания, подвожу друг к другу и связываю надежным узлом, как делала при вязании мотивов. И я довязала до конца свой платок. Вот такая красота у меня получается. Такую обвязку можно применять в любых изделиях, например, в пледах или в верхней одежде. Можно декорировать края любых изделий. На мой взгляд, такая обвязка может быть еще и каким-нибудь такой декоративной полоской по ходу вязания какого-то изделия, да, то есть ее можно вставить куда-то в центр изделия, да, чередовать, например, с другими комбинациями столбиков, тоже будет очень красиво. Я очень надеюсь, что это видео было полезным, подробным, понятным, и большое спасибо вам за внимание, за просмотр, и до новых встреч. Пока!